Так, вот если бы я была грибом, я бы обязательно где-нибудь здесь бы росла. А теперь я хочу обратиться к тем, кто дает разрешение на такие вырубки. Ребята, вот вы скажите, во всем мире экологи во всех развитых странах борются за сохранение лесных массивов. Потому что леса – это наши легкие. Объясните мне, пожалуйста, какого хрена вы даете разрешение на вырубки таких лесов в глубинке? И знает ли об этом кто-то? Как такое может быть? Как можно рубить просто-напросто все наповал? Это не чистка леса, это просто его вырубка, это свал. Вы срубаете леса, и скоро наша Беларусь, она будет совсем не такой. И вы поймете только это потом. Очень обидно приезжать в свои старые места и видеть такое. Всем привет, друзья! Вы на канале Контрольная рыбалка. Если вы не со мной, то обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, непременно следите за обновлениями. Я от рыбалки, конечно, не заманалась, но решила съездить в лес в разведку. Почему? Потому что долгое время была засуха, потом 1,5 недели шли дожди, идут до сих пор. При этом остается достаточно теплая погода. Я уверена в том, что должны появиться хоть какие-то грибочки. Сейчас мы это проверим. Моим неизменным помощником и защитой от кровососущих насекомых, таких как клещей, которые очень опасны при укусе для здоровья, является Бриз антиклещ. Его можно наносить только на одежду. Люди спрашивали, что можно наносить на тело. Это вот такое вот средство, называется оно Детопров. И то очень эффективно, я вам говорю серьезно. Это не просто реклама, это вам не Гардекс, это вам не другие репелленты, которые действуют в течение получаса. Вот это вот вещицы, вот эти вот, они реально помогают. Вообще, друзья мои, смотрите, какой грязный лес, посмотрите. О, кошмар. Первый грибочек, ну хоть на жарюшку насобирать. По лесу тоже, друзья, нужно гулять обязательно. Ну, такая хорошая, смотрите, какая лисичка. Класс, да? Красотка, мясистая. Уже кто-то кричит. Смотрите, какие малютки. И обязательно вот так вот обратно закрываю грибницу, чтобы она грелась и появлялись новые грибочки. Вот так. Первые лисички, друзья. Первые грибы. Первые грибы. Ура! Значит, уже мы не зря приехали. Паутина. Чуть в паука не влепилась. А вот и моя лиска. А вообще-то здесь всегда вот в ландышах боровички росли. В папоротнике тоже обычно
подберезовики, подосиновики. Так вот нагнешься посмотреть. А они там могут где-нибудь сидеть. Ну и слышно, что в лесу еще много людей. Видно, все подождем. Тоже приняли решение прогуляться. Логичное решение. Ага, вот. Сюда надо подойти и посмотреть. Это вот проверенное местечко. Идите. До сюда тоже лесорубы добрались. Все посрубали, пооставляли, побросали. Здесь же столько грибов было. А они, видите, все срубают и все бросают. Прямо на грибницах, ребят. Прямо на грибницах. Сейчас все, я смотрела, лисички собирают. Слежу за блогерами тоже из других стран. В других странах, в России, на Украине тоже все лисичек собирают. Правда, на Украине, наверное, потеплее будет, чем у нас. Вот. Но, как бы, все мы рядом находимся, поэтому, в принципе, видите, какие замечательные лиски. Я вот недавно видео делала, там мне нужен был орешник, я не могла его найти, видите? А в этом лесу вот он, орешник растет. Вон какие палки торчат. Орешки маленькие висят, видите? Вон. Прикольно. Как прикольно, супер, да? Вот грибы. Где это вон? Они еще. Вон они, видите, как их плохо видно. Вот здесь еще растут такие. Смотрите, как вот здесь вот прям мхом обросло. Пипец, мхом. Друзья, я нашла огромную плантацию лисичек, которые никто не заметил. Уау! Смотрите, где они. Здесь их целая грибница. И никто не заметил. Правильно. Говорят же, что в лесу на всех добра хватит. Видите? Опа. Опа. Видите? Вот еще. И вот, смотрите. Как много их, смотрите, целая плантация. Нож у меня, видите, такой сегодня. Я взяла, удобно разместила на своей сумочке. На ножнах, вот у меня они надеваются на ремень. И в ножны легко вот так вот, оп, мой ножик помещается. И я могу гулять по лесу. И опять увидела еще одну лисичку, которую пропустила. Ну, да, вот хорошо просто побродить. О, слышите? Посмотрю, что за он. Ну, похоже на сыроягу. Ну, как бы, навряд ли. Сейчас мы ее где-нибудь повесим. Оп, и не получилось. Черт возьми, черт возьми. Все, вы этого не видели. Я этого не делала, вы этого не видели. Это немного другой лес. Вот. Ну, вообще здесь должны расти подберезовики, подосиновики, боровички, но их еще, видите, вообще нет. Хотя лето ж нормальное. Здесь есть кабаны, лоси, косули. И на самом деле, вот стала говорить про это, мне прям стрёмно как-то стало. Знаете, как-то не очень приятно. Угу.
Я, походу, нашла нормальный гриб. Неужели? Друзья, это подберезовик. Наконец-то! О, Господи, я никогда не думала, что буду так радоваться подберезовику. Это вообще подберезовик? Не, не горчит, да, это подберезовик. Смотрите, какая прелесть. Смотрите, какая прелесть. Наконец-то. Первый подберезовик. Вот. С одной полянки маленькие, мясистые. И чувствуется, что лес сейчас влажный. Они прям наливные. Класс. Я настоящий подосиновик. Я что теперь получается? Обделаться должна. Он уже подошел весь. Его уже съели. Он такой большой был. И его съели уже совсем. Пипец, это значит, что уже они были. Блин, это был такой огромный подосик. Сделаю вот так. Она обязательно подсохнет. И будем надеяться, что... Может, либо какие-то животные лесные съедят, а не черви. Либо споры высохнут, и грибница здесь только разрастется. Друзья, пишите обязательно в комментариях, мне просто очень интересно, если вы любите рыбалку, увлекаетесь ли вы собирательством грибов, нравится ли вам собирать грибы. Мне кажется, что люди, которые ездят на рыбалку, им обязательно должно нравиться собирать грибы. Единственное, что могу сказать, что, например, собирать ягоды я не люблю. Для меня это какая-то прям, ну вот каторга. А вот собирать грибы я просто обожаю. И особенно, когда они есть. Такие. И делюсь со всеми городскими жителями своим лесным походом, чтобы вам там не было грустно. А смотрите, вот еще чуть одну не пропустила. Еще одна. Целая грибница. Оп, смотрите. Смотрите, как здесь влажно. И вот здесь грибы. Ого! Что это? Что это за гриб? Неужели это боровик маленький? Ну-ка. О, Господи! Это польский боровичок или боровичок. Он такой милый. Как здорово! Настоящий грибник. Лесник всегда обращает внимание на любые мелочи. И кто не обратил внимания на какашки? Смотрите, две кучи. Реально две кучи. Смотрите. Видно, что это животное, которое ест сучки, корешки и деревья. Потому что здесь в какашках опилки. Смотрите, опилки. Опилки, да, ими можно костер распаливать при удобном случае, получается. Горят ли какашки? Влажные они. Ну, видно же, вот что. Прям опилки опилками. Реально. Они даже не воняют. Они даже не воняют. Это просто пипец. Тлеют. Видите? Мне почему-то кажется, что при удобном случае, если просушить, да, будут гореть. Они просто вон влажные. Пипец. И не воняет. Они не воняют. Какашки ничем не воняют. Вот это я понимаю, чтобы так все какали. Чтоб люди какали, и у них не воняло. Вот это и какали топливом. Как вы думаете, от кого вот это вот? А? Кто вот это вот рыл здесь? Я сомневаюсь, что это люди. Смотрите, смотрите, какой красавец. Посмотрите, какой, боже, это же настоящий боровик.
Настоящий боровик. Ну, хоть один. И он не червивый. А как офигенно. Офигенно. Смотрите, какой красавец. Сейчас ножку почищу. Вот это вот гриб, который пахнет настоящим грибом. Знаете, когда ходите по лесу, когда вот таких вот грибов много, вы можете их искать прямо на запах. Короче, друзья, я просто офигеваю. С каждым годом из этого леса просто вырубают все больше и больше. И меня это действительно беспокоит, потому что я не понимаю вообще, как такое может быть. И леса сзади больше нет. Нет. И неизвестно, когда он будет. Одно дерево растет 50-60 лет. 50-60 лет. Чем бы и какими средствами вы не обрабатывались, в любом случае нужно всегда отряхать одежду после того, как вы походили по лесу, и проверять ее на наличие клещей. На куртке нет, в голову навряд ли заползли, потому что у меня на голове кепка. А вот во всякие укромные места, так, сейчас сразу комары налетают, они могут забраться под мышки. Осматриваем живот, попу, все, что, где они могут быть. О, смотрите, как я себе порезала, где-то ногу задела, видно в лесу вон. О, лавка. Все, где они могут быть, просто осматриваем на всякий пожарный. Опять-таки отряхаем одежду. Посмотрели, нигде ничего нет. Все. Надели обратно. Тем более, если вдруг, мы же все люди-человеки, если вы вдруг сбегали в лесу в туалет, сняли где-то штаны, все, они могли уже оказаться где-нибудь там. Что ж тут такое-то у меня интересное, а? Как думаете, что я с собой взяла? Кто там хотел разогнать аппетит при просмотре моего видео? Давайте, присоединяйтесь. У меня самой уже текут слюни. Я уже давно хочу кушать. Приятного вам аппетита. За грибалку. Это бесподобно. Сколько, так сказать, заходов в лес вы делаете обычно? Везде ступала нога человека. Опа, смотрите, какая красота. Иду. И вот он, маленький, растет. Я думаю, вам даже его не видно. Сейчас покажу. Смотрите, какого я красавца нашла. Смотрите, на какой длинной ножке. Молоденький еще. Совсем малюпасочка. Подберезовик, они только начинают идти. Они еще совсем не начали идти. Такая вот, видите, полянка хорошая попалась. Еще одна. Оп! Сюда, видите? Друзья, мне кажется, это ведро, оно какое-то, ну, реально бездонное просто-напросто. Я туда что сыплю, а там, наверное, кто-то сидит и ест мои лисички. Внимание, уважаемые! Смотрите, что это? Это же подосиновики, наконец-то, господи! Неужели сбылась мечта идиота-грибника? Вы посмотрите.
Наконец-то 2 красавца найдены. Мамоньки мои, такие малютки. Они еще только начинают идти, мои хорошие. Боже, ну вот, это же вот это грибы. Вот это вот просто нереально, смотрите. Это же просто вообще unreal. Это же просто супер. Мой гриболовный день заканчивается. Сегодня была разведка, сегодня середина июля, и на самом деле это первое лето, когда я так рано поехала в грибы и не осталась, так сказать, без улова. Лисичек насобирала, мне попался боровичок, парочка подосиновиков, подберезовики, и я понимаю, что, конечно, еще рановато. Но главное не сидеть дома, поэтому собираемся все на рыбалочку, в лесочек, на охоту, на природу, в туристические походы. Погода, конечно, так себе, но сегодня мне, кстати, повезло. Могла бы быть и на рыбалке. Спасибо синоптикам. Всем ни хвоста, ни чешуи, друзья. Пока! А еще мне очень нравится, как у нас за пределами города Минска ложат асфальт. Едешь по гравийной дороге. Вот такой. И тут ни в чем себе не отказывайте. Ни в чем себе не отказывайте. Друзья, меня все время просят что-нибудь приготовить мой улов. И я решила наконец-таки это сделать и приготовила грибочки, которые насобиралась сегодня в лесу. Смотрите, какие у меня вкусняшки получились, жареные с картошечкой, с мясушком, с огурчиками малосольными. Наливаем сочок. Приятного аппетита, за рыбалку, за тихую охоту. Ну и обязательно присоединяйтесь. Сейчас попробую. Я обожаю жареные грибы. Я обожаю жареные грибочки. Присоединяйтесь. Ну, а теперь уж точно всем пока. Пока.